Степаныч жил в доме, расположенном прямо в лесу. Доход мужчине и его жене приносила большая пасека, стоявшая рядом с жилыми постройками. Пчеловодство было его профессией, смыслом жизни и тайной страстью. Обученный дедом и отцом, парнишка не мыслил себе другой жизни. И спутницу жизни нашел себе под стать. Дети выросли, отправились в большие города строить свою жизнь. Лишь наездами приезжали в гости показать своим детям, в каком сказочном месте живут их дед и бабушка. Пожилой человек постоянно ездил в соседний населенный пункт продавать мед на рынок. Однажды, возвращаясь домой, на оживленном перекрестке не заметил дорогую иномарку, подрезавшую его внедорожник. «Эй, дед, да ты попал! Теперь всю свою пенсию будешь нам отдавать!» Из машины выскочило несколько крепких парней. «Давай трясти бумажником, посмотрим, насколько ты богат. Вы, молодые люди, с прошлого века сюда попали!» Возмутился Степаныч. «Сейчас вызову сотрудников ДПС, пусть составляют протокол честь по чести. Оплатить вам я ничего не буду. У меня страховка есть, пусть компания занимается, компенсирует вам убытки». «Смотри, грамотный попался», — усмехнулся главный. «Только мы таких знатоков». Не слушая продолжения его мерзкой речи, мужчина достал телефон и стал набирать номер полиции. Эта простая операция оказала магическое действие на братков. Они как-то стушевались, скрылись за своей машиной, а затем внезапно исчезли, чем сильно удивили Степаныча. Приехавшие офицеры правоохранительных органов быстро нашли причину такого поведения. Оказалось, что поврежденный мужчиной автомобиль давно числился в розыске. Тебе дед его настоящий владелец. Не то что претензии предъявлять не будет, еще денег в благодарность даст. Усмехнулся молодой лейтенант. Сотрудник дорожно-патрульной службы как в воду глядел. Через несколько дней к дому подкатил мощный кроссовер. Вышедший человек долго благодарил Степаныча и на прощанье сунул ему за пазуху несколько крупных купюр. «Очень вовремя вы, дедушка, на дороге оказались», — прощаясь, заявил нежданный гость. «Если бы не ваша оплошность, не видать мне больше своей машины». Жизнь пожилого человека вошла в привычное русло. Но однажды этот случай снова дал о себе знать. «Слышь, старый, почем мед толкаешь?» Раздался перед прилавком, где стоял Степаныч, наглый мужской голос. «С сахаром поди пчел кормишь». Пожилой человек повернулся и встретился взглядом с дорожным знакомым. «О, какие люди!» — обрадовался тот. «А мы тебя вспоминали добрым словом, найти хотели, о жизни поговорить. Видишь, сбылась наша мечта. Ступай себе мимо. Мед нужен? Бери, а больше мне с тобой разговаривать не о чем. Ну-ну, вел бы ты себя, дед, попроще, прожил бы дольше». Криво усмехнулся бритоголовый парень и пошел дальше. На улице он встретил своих подельников. «Помните того старого хрыча на раздолбанном внедорожнике? На рынке стоит, медом торгует. У деда должна копейка за душой водиться. Мед — это хороший прибыток». Проявил знание один из бандитов. 100%, у него дома есть чем поживиться. Значит так, главный внимательно осмотрел компанию. «Цыпа и муха, возьмите машину понеприметнее, проследите, где живет этот селянин. А потом как-нибудь вечерком мы к нему в гости и заявимся.
Однажды Степаныч решил пойти в лес. Уж очень они со своей бабушкой уважали свежие грибы. Взял лукошко, положил несколько кусков хлеба, политые сверху медом, и отправился на тихую охоту. Забравшись в лесную чащу, вдруг услышал поскуливание. «Откуда здесь собаки взяться?» – удивился пожилой человек. «Моего Шарика волки задрали, а завести новую псину руки не доходят». Подойдя ближе, заметил, что в капкан, поставленный на крупного зверя, попал волк. Зверь был очень крупный, но молодой неопытный. Увидев человека, оскалился, стал рычать. Подходить к нему близко было опасно. Но оставить животное на верную гибель тоже не хотелось. Степаныч пробовал и так, эдак. Но все впустую. С какой бы стороны ни подходил, его встречал злобный оскал дикого зверя. «Что же мне прикажешь делать?» Стал разговаривать с бедолагой мужчина. «Я ведь помочь хочу, не держу зла за пазухой. Вот же старый дурак, тебя нужно едой угостить». Он достал ломоть хлеба, бросил так, чтобы пища упала рядом с волком. Тот снова оскалился, но голод дал о себе знать. Лесной зверь с утробным рыком потянул угощение, стал жадно есть. Слопав весь запас грибника, сразу подобрел. Степаныч опасливо протянул руку, подобрался ближе, нашел палку и стал отжимать пружину капкана. Наконец ему удалось разжать дуг и вытащить лапу незадачливого зверя. «Все, теперь свободен, гуляй на все 4 стороны», — заявил он, но волк не спешил уходить. Встав на лапы, он жалобно повалился на бок. Присмотревшись внимательнее, пожилой человек заметил, что конечность повреждена. Не было печали, так черти накачали. Выругался он и стал думать. Подобрал несколько веток, стащил с себя футболку, соорудил незатейливую шин и наложил на поврежденную звериную ногу. Серый хищник периодически показывал зубы, но даже не рычал. Было видно, что догадывался, чем занимается двуногое существо. Степаныч еще раз крепко выругался, приподнял животину, помог ему встать, придерживая волка, отправился домой. Когда супруга увидела странную пару, то закричала от страха. Она прекрасно знала, что из себя представляет дикий зверь. Требовала, чтобы муж выбросил эту идею из головы. Но мужчина был непреклонен. В будке погибшего пса поселился дикий волк. Через пару дней он перестал скалиться, спокойно ел и вел себя словно цепной пес. Даже бабушка осмеливалась подойти поближе и рассмотреть гостя. Когда настало время, Степаныч снял шину. Хищник попробовал походить, понял, что все в порядке, развернулся и ушел в глухую чащу. Даже спасибо не сказал. Усмехнулся пожилой человек и отправился окуривать пчел. Медосбор был в разгаре, работы хватало. Как-то раз он возвращался с рынка в приподнятом настроении. Нашелся серьезный оптовый покупатель, настоящий знаток пчелиной продукции. Взял на пробу маленькую баночку. Через пару часов приехал и забрал все, что не успел продать старик. При этом пообещал, что завтра встретит его с утра и снова скупит весь мед, который привезет с собой дед. Радостный от того, что уже можно ехать домой, Степаныч не заметил, что за ним едут 2 пыльные отечественные машины. Причем водители делают все, чтобы их не заметили.
За ужином пожилой человек размечтался. Эх, душа моя, встану пораньше, загружу все, что есть, и поеду. Представь себе, он сказал, что все скупит. Держи карман шире. Недоверчиво отозвалась супруга. Обманывает, поди. Да какой смысл ему обманывать, если сегодня все остатки забрал? Даже денег дал больше, чем я просил. Это типа задатка. Они еще долго обсуждали сегодняшнее событие, как вдруг дверь в дом открыла, и на пороге возник бритоголовый с компанией подручных. «Здорово, дед! Не ждешь гостей?» «А зря. Мы решили заглянуть на огонек. Сколько раз тебе говорила, старый, заведи хоть какую-нибудь шавку, чтобы лаяла на чужих». Процедила сквозь зубы бабка, не торопясь вставая. «Оставайся на месте, бабуля. Не спеши на стол накрывать. Мы пришли не есть. Разговор у нас есть для вас неприятный». Пожилых людей стали не сильно бить, вынуждая сказать, где они прячут деньги от продажи меда. Женщина плакала, дед крепился. Побои не прекращались. Наконец бабушка не выдержала. «Да нет у нас денег». «Нет, отстаньте от нас». «Как это нет? Куда вы их деваете?» Искренне удивился главарь. «Пропиваете? Так не похоже, что пьющие. Внук в областном центре квартиру в ипотеку купил». Скрипя сердце, сознался Степаныч. «Я как деньги выручу, сразу в банк еду и перевожу на его счет, чтобы он поскорее рассчитался. А себе так, только на еду, на хозяйственные нужды оставляем». «Слышь, бугор, дед правду калякает», — согласился один из бандюк. «Мы, когда его днем пасли, он в банк заходил, полчаса там торчал. Потом вышел. Вот гад!» — выругался бритоголовый. «Если бы знать, тогда бы и не приехали. А сейчас чего делать будем?» — поинтересовался один из громил. «Чего-чего?» — передразнил главарь. «Хату переверните, может, чего ценного встретится. А этих отведи в лес и оставь». «В смысле?» — не понял подручный. «Возьмешь грех на душу, отправишь их к Богу на прием». «Что непонятного?» — разъярился бритоголовый. «Нельзя их в живых оставлять. Полицаев вызовут, тут нам и крышка». Несколько бандитов пошли выполнять его приказ. Один светил мощным фонарем, другие волокли стариков подальше от дома. Вдруг из ближайших кустов беззвучно вылетела огромная тень и шибла преступника со светом. В кромешной темноте было слышно, как человек с чем-то сражается. Но безрезультатно. Точнее, он громко заорал, а потом стих. Степаныч немедленно ни секунды схватил бабку за локо и рванул в лес. Он знал эти места как свои 5 пальцев. И видеть, куда бежать, ему было не обязательно. А вот незваные гости встретили достойный отпор. Было слышно, как кричали от боли люди, как пытались стрелять во что-то неведомое. Старики упали в яму, прижались друг к другу и просидели так всю ночь до рассвета. Было слышно, как завелись моторы машин, как на большой скорости они уезжали от этого проклятого места. Как только стало видно все вокруг, осторожно направились к дому. На земле были видны следы борьбы. Виднелась кровь на траве, листьях кустов. Возле дома валялись обрывки одежды. Изба стояла нараспашку, внутри горел свет. Ни одного из бандитов не было. Все спаслись бегством.
Степаныч внимательно огляделся и направился в сторону от построек. «Вот ты отплатил добром за добро», — разговаривал он, осматривая ночного спасителя. «Если бы не ты, не было бы нас на белом свете. А тебя, похоже, пулей зацепило. Ну что делать будем, лечить?» Он прикатил тачку, погрузил в нее волка и повез к дому. «Твоя избушка», – пошутил пожилой человек и помог хищнику заползти в будку. В это время супруга уже несла бинты, дезинфицирующий раствор. Старики ожидали визита полицейских, но никого не было. А сами идти писать заявление побоялись. Впрочем, незваных гостей после этого случая у них не было. А тех, кто приезжал за медом, у калитки встречал серый хищник, внимательно разглядывал и показывал клыки, предупреждая, чтобы не посмели обижать близких ему людей.